Всем привет! Вы на моем канале Сметанка вяжет спицами. Меня зовут Настя. И в этом видео расскажу про кетлевку. Кетлевка именно края изделия, именно низа изделия, без всяких дорожек. Вот такое вот оформление получается. Тут нет никакой дорожки. Расскажу в этом видео, как мы кетлюем при вязании изделия снизу вверх. То есть у нас идет наборный ряд, уже сразу же мы его в самом начале кетлюем. И как закончить вязание, если мы вяжем наоборот, сверху вниз изделия, как закончить его кетлевкой. Начну с первого варианта. Кетлевка изделия при начале вязания снизу вверх. И давайте начнем. И важный такой фактор: при любом варианте вязания изделия, что сверху вниз, что наоборот снизу вверх, для кетлевки всегда берем спицы на размер меньше, чем мы вязали изделие. Например, если мы майку вязали на спицах 4 мм, соответственно кетлевка у нас выполняется спицами 3 мм. Если же нет такой задачи, чтобы у вас был волнистый край, если вы хотите, чтобы у вас был край волной, то, пожалуйста, можно взять тот же номер спиц, что и вы вязали изделие. Вот, для того, чтобы не было этой волны, надо спицы брать на размер меньше. Берем дополнительную нить, делаем первую петлю, берем крючок, делаем пару воздушных петель, 1, 2. Берем спицу и продолжаем набирать уже на спицу. Вот таким образом. Подхватываем рабочую нить спереди спицы, продеваем ее. Дальше сзади спицы. Снова спереди спицы. И сзади спицы. Так, набираем нужное количество петель. Так, вот вы набрали нужное количество петель. Дальше делаете еще там несколько воздушных петель. Да? Вытягиваете ниточку и ее обрезаете. Ну, у меня уже закончилось, я ее просто так вытяну. Все, дальше мы берем нить рабочую, из которой мы будем вязать изделие. Вставляем хвостик и начинаем вязать первый ряд. Подхватываю я тут то спереди, то за переднюю стенку, то за заднюю. Так вот, передняя, задняя стенка, передняя стенка, задняя стенка. Смотрю, как лежит петля. Так как я подхватывала рабочую нить то спереди спицы, то сзади спицы, поэтому они лежат у меня по-разному. Я вяжу за ту стенку, за которой удобнее всего провязать. Это нужно для того, чтобы потом легко было снять вот эту дополнительную нить. Так, вяжем до конца ряда. Так, провязали первый ряд. Дальше мы замыкаем вязание в круг, смотрим, чтобы нигде ничего не перекрутилось. Замыкаем в круг. И продолжаем мы вязать все лицевыми петлями. Нужное количество рядов. Минимум 6, максимум 10. Я провяжу средние, где-то рядов 8. Просто продолжаем вязать лицевыми петлями 8 рядов. Провязали мы нужное количество рядов. Дальше мы идем и соединяем два края. Распускаем вот эту дополнительную нить и идем и соединяем нашу первую петлю, последнюю петлю с нашей первой петелькой. Снимаем аккуратно эту дополнительную нить. Вот она снимается.
И вот смотрите, самая первая петелька, вот она. Мы ее подхватываем вот отсюда, сзади. Подхватываем ее вот так, смотрите. Подхватили, вытаскиваем петельку. Вытащили. Теперь эту петельку мы одеваем сюда на спицу. Берем рабочую нить и провязываем вот эти 2 петли вместе лицевой. Дальше мы соединили одну петлю, дальше соединяем следующую точно так же. Берем следующую петлю, вот она, вытаскиваем нашу дополнительную нить, одеваем эту петельку на спицу и провязываем 2 петли вместе. Повторяем. Подхватываем петельку, вытаскиваем дополнительную нить, одеваем ее на левую спицу и вяжем 2 петли вместе лицевой. И далее мы идем по кругу, соединяя 2 этих края. Вот так. И покажу немножко быстрый способ, как это сделать. Отпускаем пока рабочую нить, подхватываем петлю, подхватываем спереди петлю, снова идем к задней части, снимаем петлю, снимаем с левой спицы, снова идем, вытаскиваем еще одну петлю, одеваем ее на левую спицу, возвращаем наши парные 2 петли и вяжем 3 раза по 2 петли вместе. 1, 2, 3. И так далее мы продолжаем вот так вот соединять наши края, и у нас получится вот такое красивое оформление. Так, вяжем по кругу сейчас самостоятельно и встречаемся в конце ряда. 1 и 2 последняя петелька. Вторая и 3. 3 петли у меня осталось. Вот она, 3. Так, возвращаем. Провязываю 3 последние парные петли. Все. Дальше мы берем спицы на размер больше и вяжем уже само тело изделия спицами большего размера. Если мы вязали кетлевку на спицах 3,5, то значит для изделия берем 4,5 миллиметра спицы. Если 3, то соответственно для тела берем 4 миллиметра. И так далее вот с этой кетлевкой. Получается вот такое красивое, очень аккуратное оформление низа изделия. Так, это была кетлевка снизу вверх при наборном крае. Дальше следующее будет у нас кетлевка с открытым краем. Если мы набирали, например, тело, набирали с открытым краем петли и вязали изделие, майка, там свитер и так далее, и нам нужно обработать низ изделия. И сейчас покажу, как делать в этом случае кетлевку, когда мы обрабатываем, либо когда мы вяжем сверху вниз, допустим, изделие, и либо у нас изделие с открытым краем. Так, следующая кетлевка. Мы кетлюем низ изделия. Набрали мы изначально с открытым краем, провязали всю майку, да, и теперь нам нужно прокетлевать низ изделия. Либо мы вязали майку, например, сверху вниз. Так, провязали мы нужную длину вниз и
провязали один ряд уже спицами меньшего размера. Переходим сразу на спицы меньшего размера. Я тут уже пересняла, потому что у меня были открытые петли. Просто пересняла на спицы меньшего размера. Если же вы вязали сверху вниз изделие, то вы сейчас просто берете спицы меньшего размера и один ряд вяжете сейчас вместе со мной спицами меньшего размера. Я просто петли снимала с дополнительной нити, с открытыми, поэтому у меня сразу спицы меньшего размера. Так, дальше мы сейчас вяжем всего один ряд спицами меньшего размера, и потом нам нужно будет промаркировать нижний ряд для того, чтобы обозначить нам, понять, куда заводить потом иглу. Так, вяжем сейчас один ряд спицами меньшего размера. Если мы, напоминаю, если мы изделие вяжем спицами 4 мм, то для кетлевки нужно взять спицы 3 мм, именно для низа изделия. Вяжем один ряд лицевыми. Провязала я один ряд. Следующий ряд, смотрите, дальше мы берем контрастную иглу с контрастной нитью, и нам нужно промаркировать нижний ряд под рядом, который мы сейчас провязали, под петлю, то есть петля нижнего ряда. Вот подхватываем вот эту стенку петли правую у каждой петли нижнего ряда. И таким образом мы сейчас промаркируем ряд, чтобы нас с этой стороны потом было видно, куда заводить иглу. Вот она будет здесь очень хорошо видна. Конечно, у меня нету яркой совсем нитки. Желательно взять прям контрастную, контрастного цвета, там красную какую-нибудь или ярко-синюю. Но у меня, к сожалению, нету сейчас с собой. Я не дома, поэтому у меня вот такая вот мини-заметная ниточка. Но вы берите именно контрастную. Вот, смотрите, легче всего это делать, когда петельки у нас находятся на леске. Вот она, наша петля нижнего ряда. Подхватываем за одну стенку петли, за правую, и идем так по кругу и маркируем наш ряд. Так, все, смотрите, мы промаркировали нижний ряд. Дальше мы вяжем от 6 до 10 рядов. Я возьму где-то по среднему, провяжу 8 рядов. Но обычно я делаю 6 рядов. Вот, допустим, у меня вот здесь кетлевка сделана из 6 рядов. Она вот такая узенькая получается. Если делать из 8 рядов, она будет чуть-чуть пошире. И если делаем 10 рядов, то, соответственно, будет еще шире. Я сейчас делаю средненькую такую длину, сделаю 8. Я сделаю сейчас из 8 рядов. Вяжем дальше 8 рядов лицевой гладью спицами меньшего размера. Так, я провязала 8 рядов. Все, маркер мы убираем, он нам больше не нужен. Теперь нам нужно прокетлевать наш край. Нам нужно соединить вот этот край. Вот смотрите, вот наш маркер, вот наша нить, которая маркер идет, да. Вот нам нужно сейчас вот эту петельку соединяем, вот спускаемся по ней вниз и соединяем ее вот с этой петлей. То есть мы сейчас будем заводить нить вот сюда, спускаться вот сюда, потом обратно сюда и снова в эту петлю. Так, для этого сначала нам нужно отрезать нить. Вот наша окружность, да, нам измерить нужно 1, 2, 2 и 3 раза. Вот так, 3 раза отмеряем. Но у меня кончик нити, вот у меня закончился моток, поэтому я обрезать не буду. Но если у вас осталось много, то и отрезайте. Но у меня так конец, у меня уже закончился моток, у меня остается вот такой хвостик, я уже его обрезать не буду. Так, берем нашу иглу,
Такая очень интересная игла. Смотрите, у нее очень гибкое ушко. Если не попадаете, ушко просто вот так вот расширяем. Так вот просто его расширяем. Видите, какое ушко стало у меня. Оп. И все, и обратно его вот так вот делаем. Все. Так. И начинаем мы с вами кетлевать. Это очень длительный процесс, но для красоты это стоит того. Вот наш кончик нити. И начинаем. Заводим. Так. Давайте начнем с самого начала. Вот отсюда. Так. Заводим иглу. Вот так вот. Снаружи вовнутрь. В петлю. Смотрим, чтобы она была не перекрещенная. Завели. Протягиваем сюда нашу ниточку. И теперь по вот этой дорожке мы спускаемся вниз, вот сюда. Вот наша петелька. Спускаемся вниз. Вот она. Вот она вся дорожка. Спускаемся и заводим вот сюда. До нашего маркера. Заводим вот сюда. Также протягиваем рабочую нить. Теперь идем в соседнюю вот сюда петлю и возвращаемся в нашу первую петлю. Вот таким образом. Все, вот эту петельку мы первую снимаем. Снова идем вот сюда, в первую петлю. И идем вот туда, откуда мы пришли. Вот сюда. Снова вот сюда, в соседнюю. И опять в эту же петлю. Все, эту петельку снова снимаем. Идем опять в эту петлю, в следующую. Заводим снаружи вовнутрь. И идем оттуда, откуда у нас пришла эта нить. Вот она. Вот сюда мы идем. Так, это подтягиваем. И опять протаскиваем рабочую нить. Продели. Теперь вот сюда у нас вошло уже в 2 раза, вот в эту петельку. Идем в соседнюю, вот сюда, и возвращаемся в нашу петлю. Вот так. Все, эту петлю мы тоже снимаем. Идем в соседнюю петлю, следующую. Заводим вот так, снаружи вовнутрь идем. Теперь идем в петлю, из которой пришла нить. Вот она, петелька, вот она. Вот сюда возвращаемся. Все, вернулись. Теперь идем в соседнюю снова здесь петлю. И возвращаемся вот в эту. Все, эту петельку мы снимаем. Снова идем сюда и возвращаемся сюда. Теперь идем в соседнюю петлю, вот она, и возвращаемся в петлю. Вот так. Эту петлю мы снимаем. Все. Снова сюда, сюда. И продолжаем так до конца ряда. У меня тут 2 последние
петли. Сюда. Все, прокитлевали мы низ изделия. Дальше мы отправляем изделие стираться. Это все выпрямится и будет у нас ровный, красивый нижний край. Все. Так, это был урок по кетлевке. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.